Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Бендинг Демо 1.90 Play. И сегодня мы начнем прохождение Бенди и чернильной машины. А может быть, даже и закончим. Мы начнем проходить заново, с первой главы. Полностью заново. В этот раз на английском языке решил пройти. Попытаюсь пройти сегодня как можно больше. И, конечно же, я попытаюсь нарезать данное видео. Потому что я считаю, что нужно нарезать видео. Иначе вам опять смотреть кучу всего, что вы уже видели. Причем мы уже проходили батим альфа что-то там. И там я уже один раз нарезал контент. И думаю, это и способствовало большему удержанию, чем на многих других видео. Поэтому я попытаюсь нарезать. То есть какие-то скучные моменты, которые уже 100 раз все видели, кто интересуется хоть как-то Бенди, я вырежу. И вставлю только моменты, где я что-то говорю. Ну, нет. Какие-то моменты я тоже вставлю, типа собирание ключевых штук. Но при этом же я говорю в видео. Но говорить я буду прерывно. Потому что я уже столкнулся с проблемой непрерывного говорения. Когда непрерывно говоришь, потом очень сложно изменять субтитры. Потому что в них куча ошибок. Я это прочувствовал на примере прошлого видео. Ну, точнее, для вас оно уже будущее. Потому что вот это вот видео я точно выложу завтра, в пятницу. А то видео, которое должно было выйти в прошлую пятницу, оно уже готово. И там осталось только доделать субтитры, которые я не доделал. Ну, там слишком много текста, и их надо менять, и потом еще это все озвучивать на английский язык. Поэтому получилось так, что я слишком долго вожусь с субтитрами, просто чтобы потом английский перевод был нормальный, а не тяп-ляп. Ну, из-за этого куча времени уходит. Кстати, поэтому в этом видео я вначале формулирую мысль, а потом уже говорю, пытаюсь говорить прерывно и уже с четким пониманием того, какую мысль я скажу. Потому что иначе произойдет, как и в прошлом видео. Я говорю непрерывно, я иногда заплетаюсь, где-то запинаюсь, и из-за этого субтитры корректировать еще дольше. Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Я попытаюсь проходить главы как можно быстрее, хотя это тоже не совсем от меня зависит. Ну, точнее, от меня тоже, но, учитывая мою память, я уже к третьей главе забуду как и чё. Будем читать цели на английском и понимать, ага, нам нужно сделать вот это. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Who put this here? Да, кто же это поставил сюда? Что именно? Ну, это особенности Unity. Мы не можем винить Дмитрия в том, что Unity, ну, не может просто обрезать и вставить между строк. Тем более, что субтитры уже прописаны у него. И тогда бы Дмитрию пришлось бы еще все вариации обрезки субтитров делать. Окей, давайте заглянем к Дмитрию. What the heck is this?
вы вообще слышите, что там Генри говорит? Давайте я погромче сделаю. Звуков в игре не так много. Хотя, по-моему, сейчас меня перебивает игра. Ладно, я буду надеяться, что игра меня не перебивает, но все равно буду говорить чуть-чуть погромче. Вот сейчас игра меня точно перебивает. This will definitely come in handy. Итак, итого на первую главу у меня ушло 9 минут. Наверное, это сократится до минут 2, учитывая, сколько я говорил. Ну ладно, может минут 5. Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. По-моему, меня Сэмми перебил. Need to get power to this gate somehow. Я хотел сказать, Should be a что... couple switches nearby. Меня, по-моему, сейчас maybe I Генри can open- перебивает нафиг. Я хотел сказать, что главное, чтобы это видео было минут 30 хотя бы. Потому что большинство моих видео на канале минут 30 идут. Давайте я все-таки игру чуть потише сделаю. Вот минус 15. Все, теперь уже не так громко. Теперь меня перебивать не должны. It's really dark in here. Looks like the stairwell is flooded. If I'm gonna get out of here, I need to find a way to drain it. So first, Joey installs this ink machine over our heads. Joey's solution. An ink pump to drain it periodically. Now I have it. Every artistic person needs a sanctuary. Joey drew Виолин, банджо, пиано, банджо. to enter. Виолин это вайлен. Вайлен. Скрипка. То есть скрипка, банджо, пианино, банджо. Скрипка, банджо, пианино, банджо. Скрипка, пианино. Что? А, господи, я идиот. Банджо, пианино, банджо было. Скрипка, банджо, пианино, банджо. We're going places.
О, как страшно, я вас так боюсь. Там еще Сэмми Лоуренс сверху наблюдает. Он потом появляется, да? Ладно. Да, потом. Вот. И там еще один. Oh no, there's no valve. Where did it go? Мы все грешники. Как же мне все время везет, что он сразу же вот Nice там. hat. Многие говорят, что он не сразу попадает под этот, под ящик. Вот у меня почему-то всегда с первого раза. Okay, that should do it. Слышали звук спавна искателя? Он там в самом начале спавнится. Rest your head. It's time for bed. There we go now. Чем-то напоминает Уитли, который тоже орет. Когда там Уитли орал? А, когда изображал нас. Борис? Hello? Someone there? I know you're in here. Come out and show yourself. Boris? Вы. Потому что третья глава, она очень длинная. Мне надо See what's out как-то there. разбавить разговор побольше, потому что, ну, 30 Looks like минут it's really видео dark должно up быть. ahead. Let's find some light. Иначе уже не канон моего канала. Don't be scared, Boris. I'll keep the light near you so you don't get lost. Did you hear that? Yeah, me either.
Another dead end. I don't see any other way through. You got any ideas, Boris? Так, у нас 3 глава. Предлагаю проходить с Томми Ганом. Я имею в виду поставить чернильную машину и пойти по пути демона. Тогда мы получим Томми Ган, насколько я помню. Череп. Череп это вроде как редкое событие, оно вот мне там со 2-го раза. I see you there. A new fly in my endless web. Come along now. Let's see if you're worthy to walk with angels. Ни хрена у меня звук двоится. Protect ourselves with. This will do. Looks like to open this, we need to throw 2 levers at once. You get this one. I'll find the other. Помните, несколько минут назад на видео я сказал, что, ну, надо бы разбавить как-то диалогами видео, иначе оно выйдет меньше, чем на 30 минут. Так вот, я сейчас это говорю на монтаже. И я не знаю, где я вот это вот обещание сдержал, потому что я говорю максимально мало, и я не знаю, что вставлять. Поэтому, скорее всего, сейчас будет очень много нарезок, где X20 стоит. My machines are hungry. Gather me some spare parts. Давайте, что ли, я немного поозвучиваю, раз я не удосужился ничего сказать на видео. Короче, сейчас нам нужно собрать 3 шестеренки. Находятся они на этаже, по-моему, Кей. Но здесь я вначале выбрал Пи и понял, что я идиот. Поэтому сейчас мы вернемся на этаж Ки. Точнее, Кей. Короче, вы поняли. Мне даже стало лень вставлять, что X20, потому что и так понятно. В общем, здесь Алиса так и не затыкается все время, вот. Но вот мы прибыли на этаж Кей, и сейчас будем добывать эти 3 шестеренки, соответственно. Вот сейчас я пойду туда, потому что думал, что там заспавнится вот этот вот батчер, по-моему, мясник. И у него вот первая шестеренка. А после этого мы походим тут и заберем еще 3 шестеренки. Кстати, заметил, что они все время спавнятся в одних и тех же люках. Поэтому вот по этим всем я мог не лазить. Мог сразу по первой и последней проверить, и там бы были бы эти шестеренки. Но я почему-то этого не замечал раньше.
Знаете, что самое бесячее при монтаже? Это вот как раз таки вот это вот вырезать и замечать, что ты тупой идиот. Потому что я опять еду на этаж Пи, хотя надо ехать на этаж 11. И это четко было указано в задании, и это четко проговорила Алиса, по-моему. Но я все равно еду на этаж Пи. Какой же я молодец. Вот это да. Я надеюсь, вы не сильно на меня обиделись за то, что я пропустил и скипнул полностью вот это вот скучное задание, которое я к тому же и проходил кучу времени, потому что то искатель заспавнится тут, то искатель заспавнится вообще в другом месте. И где он заспавнился, непонятно, но причем звук спавна был, но его нигде нету просто. Вообще здесь я обсуждаю, какие вообще по сути задания остались, то есть там прожекторист, убить банду мясников и что-то там еще. Но здесь мы увидим гениальность игры, то есть опять ее залаг. В этой главе у меня целых 2 раза лагало. Вот. Это вот первый лаг, когда я пытался понизить громкость, чтобы вы меня лучше слышали. Причем все равно меня слышно плохо, даже после того, как я изменил громкость в OBS. Осталось задание, где надо убить эту банду мясников и выкачать чернила. Я тут подумал, что вам вообще не нужно вот это вот очень нудное и длинное задание. Давайте я его ускорю, ну, на x10, чтобы понятно было, но как бы тоже не сильно как бы долго его затягивать, потому что иначе будет плохо. Причем вот такие вот лаги происходили очень часто на этом этаже. Вот этим меня и бесит глава 3 на монтаже. То, что ее очень долго монтировать, потому что она сама по себе очень нудная. И вот это вот меня просто бесит. Я не знаю, я выгораю очень быстро, начиная монтировать это видео. Я монтирую его уже 50-й раз, по-моему. Я надеюсь, нет нужды пояснять, что здесь мы целых 7 минут ломаем картонки Бенди. Да, 7 минут, потому что, если мне не изменяет школьная математика, 420 делить на 60 это примерно 7. Сейчас будет битва с бандой мясников, и давайте, чтобы ее разбавить, я просто скажу, что вот у меня есть телеграм-канал, и я вам советую туда подписаться, потому что там есть реально нужная инфа. В английской версии описания я оставлю свой новый телеграм-канал, где уже будет на английском информация. Вот. Для русских я, возможно, оставлю ссылку в самом телеграм-канале, если вы захотите присутствовать сразу в обоих телеграм-каналах. Вот. Во всех остальных языках описания, если будут озвучки помимо английского, то там тоже будет на английский телеграм-канал. И иначе мне будет очень сложно следить за тем, чтобы информация дублировалась вообще на всех языках. Заранее за это извините, пожалуйста. Я тут загуглил, оказывается, Telegram не так популярен, как в России и во всем остальном мире. Поэтому я буду писать посты в YouTube, YouTube Community, или как-то так он там называется, и в X. Вот, ссылка на X и YouTube Community, точнее, только на X, будет в описании. А YouTube Community будет на Bending Demo 1.90 Play английском канале, там вот я в коллаборации с ним делаю вот эти видео. И Bending Demo 1.90, то есть один и тот же, точнее 2 одинаковых канала, просто один английский, другой мой основной. На основном канале будут русские посты, на английском канале, соответственно, английские посты, потому что для них вроде как еще не завезли как бы перевод, вот. Поэтому смотрите, кто там в коллаборации со мной, можете подписываться на оба канала, можете только на английский, можете только на основной канал, без разницы вообще, как бы, я приму вас и там, потому что я вас обожаю, вы мои самые любимые зрители и подписчики. Ладно, убьем. Wretches that wander my halls have gone unchecked, trying to drag
drag me back to the darkness. Don't continue our angel. Curse one by one. Smash them into cold. Kill them. Блин, господи, какая же тут актерская игра. Это ну просто круто. Это круто. Я хочу уметь озвучивать так же. Прям эмоционально и кричать. Но кричать я не умею. Я как-то раз очень долгое время не кричал, и после этого связки просто перестали выдавать крик. И сейчас мне даже хоть чуть-чуть кричать, это больно. Yes. Тамиган не выдается, если умер. It's a little hard to get a hold of. Ну вот все, сделал. Вот единственное помер, блин. Ты... Идиот! Погнали, сейчас все сделаем. Да, я знаю, что топорик предназначался для того, чтобы потом на этаже Кей выполнить задание для черно-белого фильтра. Но у меня он будет использоваться для того, чтобы... Но у меня он будет использоваться для того, чтобы убить прожекториста. Как вы только что заметили, здесь лаги только участились. В конце видео я покажу число, которое обозначает счетчик лагов. Вот. Ну, а здесь я немножко перемотаю, потому что здесь я прям очень сильно затупил. Единственное покажу, ну, давайте даже порежу там, где собираю сердца, чтобы не показывать, как я тупил, и не перематывать, окей? Я постою здесь, подожду. О! Ты чё, обходить научился, блин? 7 ударов, 7, по-моему, да? 7 ударов надо. Ударься! Юху! Убил. Слава богу. Все, осталось еще одно сердце, оно где-то там. Я что, повернул в обратную сторону и не заметил? Не, ну вполне может быть с тем, какие у меня лаги. Я, наверное, в конце видео поставлю счетчик лагов и заново буду резать видео. В этот раз уже отыскивая все баги. Все лаги игры. Кого трясешься, боишься? Не, вообще чисто теоретически и трубой можно было вроде как убить. Шесть сердец может. Use the lift to descend to the depth. И используйте лифт, чтобы опуститься на глубину. 3 сердца я собрал. Одно там и одно там. Может 4 сердца. Типа там одно, там 2.
В смысле, там 3. Или может вообще 6, и в менюшке сейчас показывается, сколько еще осталось. Ладно, погнали искать. Да ну не лагай, ёкаломен. Ты серьезно? Еще автосейв. Спасибо. Сколько? 6 все-таки. А, 5. Алиса, тебя так хорошо слышно. Now. Don't like to wait. Да я бы с радостью не заставил тебя ждать. Мне тоже как бы побыстрее надо проходить. Кругами, блин, хожу. Ура, выход. Наконец-то, конец 3 главы. Самая душная глава. Давайте посчитаем, сколько времени ушло на ее прохождение. Сейчас у меня на OBS показывает, что видео сырое идет, ну, час 5 минут. Округляем. В таком случае, если мне не изменяет память, 2 главу я прошел ровно в 23 минуты, когда запись была. То есть 23 и час 5 минут отличается на 42 минуты. 42 минуты на 3 главу, господи! И это еще ведь причем не полностью конец. It seems we've reached the end of my to-do list, my little errand boy. I hope you enjoyed our time together. I'll always treasure it. Return to the lift. It's time to go home. Упадем и закончу видео. Перед вами самый древний баг Бенди и чернильной машины. Был он еще во времена тогда, когда вышла 3 глава. Вообще. Лифт не едет, потому что сломались сохранения и игра сломалась. Поэтому сейчас нужно перезайти в главу. Думаете, я помню об этом баге? Конечно же нет. Поэтому сейчас еще несколько минут буду бегать и думать, блин, что же делать? Yay! Wondered what heaven is like? I like to dream that it's quite beautiful. A soft valley of green grass, blanketed by a warm sun. I don't think I'll ever get to see it. Are you ready to ascend, my little errand boy? The heavens are waiting. Do you really think I'm gonna steal from me? Do you think I just let you go?
Fuck you, Alice! All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Окей. Мы дошли до 4 главы. Пока что это конец. Это была первая серия Бенди и чернильной машины. Ожидайте вторую серию через неделю или 2. Там, в отличие от того, как получится с предыдущим видео, которое должно было выйти в прошлую пятницу. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ставить колокольчик и писать комментарии. Всем пока!